Путешествие киномана. Выпуск 24. Мультфильм «В стране невыученных уроков». Подкаст-версия. Год выпуска 1969. Длительность 19 минут. Режиссер Юрий Прытков. Сценарий Лия Гераскина. Студия Союзмультфильм. Кинопоиск 8,3. 69-й год в истории. 20 июля экипаж Аполлон-11 совершил первую в истории человечества высадку на Луну. 6 декабря в СССР был выполнен первый термоядерный взрыв по программе «Союз». Издается роман «Обитаемый остров», роман братьев Стругацких. Издается роман «Крестный отец», роман Мария Пьюза. 28 октября умирает Корней Иванович Чуковский, детский писатель. Издание рок-альбомов Led Zeppelin, Led Zeppelin 2, Yellow Submarine, Abbey Road, Tommy, In the Court of the Crimson King, The Aerosol Grey Machine, Let It Bleed, Yes, Stand Up и многие другие. 6 марта родилась Татьяна Буланова, советская и российская эстрадная певица. 30 января The Beatles отыграли неанонсированный концерт на крыше своей штаб-квартиры. Стадия 1. Обыденный мир. Сетап. Вместо уроков главный герой, Виктор Перестукин, играет со своим котом. Появление фигуры наставника радио с элементами человеческого лица призывает главного героя к выполнению домашнего задания. Домашку Витя делает с ошибками. Радионаставник утверждает, что мальчик должен ковать свой характер. Витя парирует, молде, готов закаливать, но где молот судьбы, где лишения, где испытания. Ненавидит учебники. Стадия 2. Зов к странствиям. Бросает учебники Ози. Переход в измененный мир, но пока еще не особенный, как по Воглеру. Учебники, арифметика, география, русский язык оживают и начинают журить Витьку. Главный герой изящно парирует нападки тем, что ему все эти науки не очень пригодятся в жизни, так как он будет путешественником. Стадия 3. Отвержение зова. Не вижу. Герой решительный. Даже после угроз учебников решается начать путешествие. Кот Кузя становится говорящим. Волшебный помощник по Владимиру Пропу. Стадия 4. Встреча с наставником. Наставник тут радио и учебники. Радио дает советы общего характера. Учебники дают карту страны невыученных уроков и открывают в нее портал. Стадия 5. Преодоление первого порога. Портал открыт. Витька с Кузей попадает в страну невыученных уроков. Оглядывается, отмечает первые странности особенного мира, арбузы на деревьях, батоны хлеба на деревьях. Стадия 6. Испытания, союзники, враги. Испытания по географии, арифметике, русскому языку, биологии. Встречает все свои ошибки, врагами их назвать нельзя. Белый медведь, корова, землекопы. Испытания на таблицу умножения, за правильный ответ по арифметике дают стакан газировки. Здесь на выручку приходит волшебный помощник, утоляет жажду Витьки. Витька пристыжен, краснеет. Стадия 7. Приближение к сокрытой пещере. Прохождение испытания перед воротами замка грамматики. Привратники, восклицательные и вопросительные знаки тестируют Витьку на знание правил русского языка. Прогревают его перед аудиенцией у глагола. Стадия 8. Главное испытание. Испытание самим глаголом. Старая добрая загадка о постановке запятой в нужном месте. Витька справляется. Стадия 9. Награда. Глагол объявляет о том, что Витька преодолел все трудности и отправляет его домой. Стадия 10. Обратный путь. В этот раз это не портал, а перемещение по воздуху. Витька дома, рядом радионаставник. Стадия 11. Возрождение. Витька признает, что дома лучше, вспомним его заявление о путешествиях. Кот Кузя перестает разговаривать. Витька садится за домашку и уже теперь решает все правильно. Радио гоняет его по таблице умножения. Витя вроде изменился. Стадия 12. Возвращение с эликсиром. Нам не показывают, как Витя использует эликсир, который вынес из путешествия, но сам главный герой говорит аудитории, ломая четвертую стену, что он все выучит, нам остается только поверить ему на слово. Конец. Выводы, вопросы, ассоциации. Обратить внимание, как ловко Витька отправляет белого медведя на север. Там,
где восходит солнце. Волшебный помощник, кот Кузя, действительно помогает Вите в его походе. Режет арбуз, имеет с собой нож, делится с Витей, отвечает правильно на вопрос по арифметике, делится газировкой. Киноляп. При входе в город формула на доме. Меняется на. Забыли дописать квадрат. Также волшебный помощник отвечает за хорошее настроение Вити, предлагает спеть песню, играет с Витей в футбол консервной банкой. Плюсы Витьки при прохождении главного испытания: открыто просит помощи, рассуждает вслух. Минусы: сначала шепотом просит подсказку у запятой. Витька еще не превратился в нового человека и использует старые уловки. Звонок глаголу от арифметики. Кто это? Учебник из начала мультфильма? Или сам бог арифметики? Почему звонит самому верховному глаголу? Или арифметика круче глагола, глагол вассал арифметики? Есть замок грамматики. А есть ли замок математического анализа? Замок функций комплексной переменной? Замок квантовой механики? Враждуют ли они между собой? Или просто соревнуются? Обратить внимание на вилочное дерево. Художники предвидели появление «Игры престолов» в целом и «Железного трона» в частности. Визионеры. Стоит обратить внимание на то, что даже персонажи задач, землекопы, знают таблицу умножения, в отличие от Витьки. Это еще больше должно было задеть Витьку, если бы он в тот момент не был занят решением задачи. Когда Витя впервые серьезно задумывается о себе. Думаю, в эпизоде у ларька с газировкой, где даже коту Кузе удается правильно ответить, в отличие от Витьки. Мультфильм можно отнести к жанру исекай. Герой попадает в другой мир, все канону попаданцев. Радио, прообраз умной колонки, вполне себе поддерживает беседу с ребенком, дает советы, имеет даже воспитательную функцию. Авторы – визионеры.